Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Добро пожаловать на мой новый авторский проект «История MS Windows». Данный проект будет погружать нас в историю разработки операционных систем корпорации Microsoft. Каждый выпуск проекта будет посвящен конкретной версии Windows. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чего с лимончиком и погнали. Будет очень интересно. В предыдущем выпуске мы говорили о самой первой версии Windows, Microsoft Windows 1.0. Если вдруг вы его не видели, то вы можете его посмотреть по ссылке в описании или в подсказке в правом верхнем углу. Второй выпуск проекта в этот раз будет посвящен Microsoft Windows 2.0. Она является значительным шагом вперед по сравнению с первой версией Windows 1.0, которая появилась в 1985 году. Выпущена на рынок 9 декабря 1987 года. Погрузимся в исторический экскурс. После выхода Windows 1.0 Microsoft поняла, что необходимо улучшить интерфейс и функциональность, чтобы конкурировать с другими операционными системами, такими как macOS от Apple и OS 2 от IBM. Интерфейс был улучшен, с более интуитивно понятными элементами управления и возможностью перекрытия окон, что сделало использование системы более удобным и современным. Система поддерживала более продвинутую многозадачность, что позволило пользователям запустить несколько приложений одновременно и имела возможность работать с более сложными приложениями, что способствовало росту сторонних разработчиков программного обеспечения. В отличие от Windows 1.0, где окна были ограничены по размеру, в Windows 2.0 пользователи могли изменять размеры окон, что улучшало удобство использования. Одним из ключевых моментов в успехе стало появление новых приложений, таких как Microsoft Word и Excel, которые стали стандартами в своих категориях. Windows 2.0 также столкнулась с конкуренцией со стороны других систем, включая OS 2, и компании начали разрабатывать свои приложения для Windows, что способствовало ее популярности. Существуют такие версии, как Windows 286 и Windows 386. Что же это за версии, спросите меня вы? Сейчас я вам объясню. Windows 286 – это версия, специально разработанная для работы на процессорах Intel 80286. Она была выпущена в 1988 году и представляла собой улучшенную версию Windows 386. Windows 286 предлагала некоторые новые возможности и улучшения по сравнению с оригинальной Windows 2.0. Windows 386 – это версия, оптимизированная для процессора 80386, анонсированная в сентябре 1986 года. Она использует виртуальный режим 886 для многозадачности приложений MS-DOS, обеспечивая лучшую совместимость, так как каждый экземпляр MS-DOS работает в отдельной виртуальной машине. Рекомендуемые системные требования до Windows 2.x, включая выпуски Windows 286 и Windows 386, таковы: процессор Intel 8088 для версии 2.0.3, Intel 8386 для версии 386 и Intel 8286, собственно, до версии 286. Я надеюсь, что вас сильно этим не запутал. Память 512 килобайт для Windows 386 2.0.1 и 2.0.3 и 1 мегабайт для Windows 386 2.1 и Windows 386 2.11. Видеокарта SSD, EGA, VGA или Геркулес. Жесткий диск 2 мегабайта и более свободного места. Настало время второй части нашего выпуска, а именно установка бета-сборок и релизных версий. Устанавливать будем также на виртуальную машину PKM или же PCM. Настройки виртуальной машины выставлены следующим образом. Материнская плата AMI 386SX клоны. Процессор Intel i386XX 16 МГц. Оперативная память 512 кБ или 1 МБ в зависимости от версии. Видеоадаптер VGA. HDD также на 30 мегабайт. Окей, с виртуальной машиной разобрались. Можно непосредственно приступить к делу. И тут будет очень интересно. Начнем со сборки April 1987 Build. Это самая ранее известная сборка, представленная в выпуске журнала Microsoft System Journal за май 1987 года. Пользовательский интерфейс теперь включает перекрывающиеся окна вместе с новыми элементами управления окнами, но по-прежнему сохраняет цветовую схему по умолчанию из Windows 1.0. Один снимок экрана отображает дату 20 апреля 1987 года внутри программы «Календарь», что означает, что она, вероятно, была скомпилирована в эту дату.
минуту или раньше. Журнал также показывает снимок экрана, на котором отображается The is Windows 2.00 в Вирте при демонстрации сравнения с Windows 1.04s, а также сравнение календаря из двух версий. Пропорциональный системный шрифт пока не используется в этой сборке. Очень похожая конструкция была также показана в выпусках журнала InfoWorld от 6 апреля и 25 мая 1987 года. Windows 2.0 InfoWorld – это не раскрытая предварительная сборка, показанная в выпусках журнала InfoWorld от 27 июля и 28 сентября 1987 года. В июльском выпуске представлена предварительная версия Excel для Windows, работающая на том, что, по-видимому, является предварительной версией Windows 2.0, все еще использующей цветовую схему из 1.0. На конференции разработчиков Microsoft OS 2 эта сборка также была представлена с файлами, датированными 11 и 12 мая 1987 года. При этом в панели управления была установлена дата 10 июня 1987 года. В сентябрьском выпуске показана сборка с финальной цветовой схемой, работающей с включенными приложениями. В подписи говорится, что это бета-версия. Windows 2.0 Alpha 1, вероятно, является первым выпуском для разработчиков, скомпилированным в период с 8 июня 1987 года по 15 июня того же года. Ссылки на него были найдены в драйвере PostScript для Windows 2.11 UART. Скриншотов, увы, я не нашел. Windows 2.0 Alpha 2, вероятно, является вторым выпуском для разработчиков, скомпилированным между 15 июня 1987 года и 19 июня того же года. Ссылки на него были найдены в драйвере PostScript для Windows 2.11 UART. Скриншотов до этой сборки я также, к сожалению, найти не смог. Windows 2.0 Developers Beta 1 релиз. Это не раскрытая предварительная версия. Загрузочный экран этой сборки был найден в выпуске журнала Chip за 2000 год и опубликован одним из участников бета-архив 19 ноября 2017 года. Windows 2.0 Beta 2, вероятно, является четвертым выпуском Windows 2.0 для разработчиков. Коллекция дисков, также включающая компиляцию от 14 августа 1987 года, была продана с аукциона 13 марта 2023 года. Судя по ссылкам в файле version.h на драйвер PostScript Windows 2.11 UART, есть также две возможные другие, но не подтвержденные компиляции. Одна от 26 июля 1987 года, а другая от 5 августа 1987 года. Windows 2.02 Beta 3 – это не раскрытая бета-сборка Windows 2X. Коллекция дискет, включающая эту сборку, была продана с аукциона 13 марта 2023 года. Скриншот представлен на ваших экранах. Это все, что известно про данную сборку. То же самое я могу сказать и про Windows 2.02 Beta 4. У нее также существовало два диска. Скриншот этой сборки также я покажу вам на экране. Про нее также больше нечего мне сказать. Все эти сборки, которые я перечислил, не слиты в сеть. Образов дискет от них, само собой, в интернете нету. Перед тем, как мы продолжим, пожалуйста, прожмите лайк и нажмите на кнопку подписаться. Так вы поддержите автором подпиской и лайком. Также рекомендую заглянуть на мой телеграм-канал, где я публикую анонсы новых видео и посты из моей жизни. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании, и прямо сейчас она у вас появится на экране. А теперь продолжаем. Пришло время для установки и релизных версий. Но перед этим я хочу сказать то, что за кадром я уже подготовил диск. Процедура такая же, что я и показывал в предыдущем выпуске. К слову, MS-DOS у нас уже здесь версии 3.11, если я не ошибаюсь. Начнем с раннего релиза Windows 2.01. Он был выпущен 7 сентября 1987 года. Установка выполняется также с дискет, и чтобы постоянно не переставлять дискету MS-DOS после установки, я буду использовать два флоппи привода. Вставляем дискету во второй флоппик и выполняем сету. Процедура установки фактически не отличается от Windows 1.0. Но различия могут быть на этапах установки, например, на этапе выбора видеодрайвера и тому подобное. К слову, это первая версия Windows, где во время установки мы можем выбрать страну.
После того, как установка завершится, мы пишем команду win386. И тут внезапно выскакивает ошибка Unsupport DOS Version. С чем связана эта ошибка, я сказать не могу, поскольку я не так часто работаю с этими версиями. Но мы можем обойти эту ошибку, выполнив команду win86.com. И вот мы попали в систему. Можем ее осмотреть. Интерфейс ничем здесь не отличается от Windows 1.0. Набор приложений остался практически тем. Интересные факты про данный релиз. Отключена поддержка Windows на OS 2. Это связано с проверкой версии DOS. Она закодирована так, чтобы не давать сбой на любой версии, кроме 2X по 4X. Это сделано до блокировки DOS 1.x, в которой отсутствует множество функций, а также OS 2, которая сообщает версию 5.0 в бета-версиях, и версию эквивалентную, основная версия звездочка 10, в более поздних версиях. Добавлена поддержка VGA 640 на 450. Это необходимо графическим приложением EGA. С данным релизом все, можем идти далее. Переходим к RTM-версии Windows 2.03. Она была выпущена 9 декабря 1987 года и содержит небольшие изменения, как и предыдущая версия. Процесс установки полностью аналогичен тому, что и Windows 2.01. При запуске через Win386 выдается ошибка памяти почему-то. Даже command.com не хочет работать. Придется перезагрузить виртуальную машину. Запускаемся через файл win86.com и вуаля, мы запустили систему. А пока я лазю по данной системе, расскажу, что же тут нового добавили. Обновлена настройка с добавлением нового realme.txt. Добавлена поддержка мыши PS пополам, что позволяет использовать виртуальную мышь во многих пакетах виртуализации из коробки. Изменю-ка я цветовую схему. Ну как, похоже на Windows 1.0?
Здесь, кстати, есть и пасхальное яйцо, причем оно является обновленной версией пасхального яйца Windows 1.0. Последовательность запуска активируется нажатием F1, F5, F9, F4 и Backspace в быстрой последовательности. Ее скриншот вы прямо сейчас можете наблюдать на экране. С этим релизом у нас все, можем идти далее. Следующая RTM-версия Windows 2.1 была выпущена 27 мая 1988 года и является небольшим обновлением предыдущей. Во время установки нас просят об изменении файла afterxs.bat и будет предложение запустить проверку памяти. Из нового тут только новые возможности по управлению памятью современных себе процессоров. В остальном изменений нету, так что просто рассмотрим ее во всей ее красе, так сказать. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue.
and they change, but in a cycle. С этим релизом у нас точно все, мы можем идти далее. И последнее, что нам осталось, это Windows 2.11. Была выпущена 13 марта 1989 года и содержит незначительные изменения. Just like another season, not for long, just a time. Just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Из нового можно отметить изменение распределения памяти, добавление поддержки Apple Town и улучшенные драйвера печати. Так как в остальном изменений больше нету, мы ее просто рассмотрим во всей красе. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Each time of year carries memories, like a never fading whisper in the breeze. Oh, we will keep on changing all over again. По сборкам и релизным версиям Windows 2.0 у нас все. Вот так мы и проследили за историей данной версии систем. Каков же итог? Хотя Windows 2.0 сама по себе не стала столь революционной, как последующие версии, она стала важным шагом в развитии Windows как операционной системы и установила фундамент для будущих версий Windows, таких как Windows 3.0, которая вышла в 1990 году и стала настоящим прорывом. Об Windows 3.0 мы поговорим уже в следующем выпуске. Данная операционная система сыграла важную роль в эволюции операционных систем, обеспечив пользователей более мощными инструментами и лучшим интерфейсом. И в конечном итоге это привело к созданию одной из самых популярных операционных систем в мире. На этом второй выпуск моего нового проекта завершен. Надеюсь, что он вам понравился. Напишите, пожалуйста, свое мнение, замечания, то, что я упустил, в комментариях. Я буду рад их прочесть. Я ваши комментарии всегда читаю и буду всегда прислушиваться к вашим советам, пожеланиям и поправкам. На этой чудесной и классной ноте я каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь эти видео в других социальных сетях. Не забудьте подписаться также на мои Play и Live каналы, там тоже по возможности буду выпускать контент. Также не забывайте подписываться на мои другие социальные сети, группа ВК, Telegram и Discord сервер. Также можно мой Steam профиль посмотреть, если вам интересно, во что я играю. И по желанию поддержать канал денежкой. Все ссылочки находятся в описании под видео. На этом я заканчиваю. Всем пока, увидимся в следующем выпуске, посвященном истории следующей версии операционной системы Windows. Спасибо за внимание.